Бочаров Денис Анатолійович, позивний Валуєв, військовослужбовець 17-го батальйону 57-ї бригади. За неповний рік повномасштабної війни був 6 разів поранений. Восени батальйон Валуєва заходить в Бахмут. 26 грудня на сході Бахмуту відбувається бій з переважаючими силами росіян, під час якого бійці 57-ї бригади потрапляють в оточення. Підрозділ Дениса відправляється на визволення побратимів. За цю операцію він отримає Золотий Хрест. Изначально я, получается, у себя на посту, я вообще отвечал за другой пост, то есть меня назначили командиром другого поста, то есть мы там вели боевые действия, то есть орки то прорывались, то отходили, прорывались, отходили, мы сидели в здании, отбивали их атаки, то есть заняли фортечь, то есть никто дальше не проходил. И получается, они усилили, они прекрасно понимали, что надо что-то менять. Они усилили свой акцент, вернее, акцентировали свое внимание на просто другом фланге. И прорвали один из постов, да, в ходе тяжелого боя ребята отступили и заняли, получается, позиции в котельне. То есть, как заняли, вынуждены были именно, когда не было куда отходить, там огонь на 360 градусов, и насколько мне известно, 5 человек зашло в котельную изначально, но 2 попытались оттуда выбраться. Мы не знаем, что стало с этими 2, они считаются без вести пропавшими. И 3 человека, их просто заперли в этой котельне. Я получаю тот же день приказ. Это было еще, знаете, по дню, потому что по дню я получил приказ срочно их там, попытаться там спасти. То есть днем мы собрали группу людей, пошли туда и, мы не обходили все, не шли обходными путями, буквально метров, не дошли мы метров 50, 70 максимум. То есть они прекрасно понимали, что сейчас кто-то подойдет, их там спасать. Они, орки, видимо, не знали, сколько там людей. То есть я даже, знаю, что там парни, кто-то там, они не то, что с ними разговаривали, они, знаете, вели перестрелку, все такое. А получается, эта котельня, то есть была одной из точек, где у нас были там, в принципе, там припасы. То есть, знаете, такая вот резервная точка БК. То есть самая такая, что на крайняк, чтобы там были и поближе, и подальше, то есть, определенный запас был. И получается, мне не удалось дойти именно непосредственно до них. Мы организовали немножко другой пост, просто вот такие, одновременно, и, спостережный пост, там, который докладывал нам обо всех событиях, что там вообще происходит, во всех передвижениях и все. Я со своей группой обошел вообще там другой параллельной стороной, эту позицию, ушел на самую дальнюю нашу позицию, где был завод шампанских вин. С собой мы принесли очень много, гранатометы, одноразки, это, одноразовые гранатометы, типа там Мухи, Матадора. Командование батальона, я до этого поговорил с командованием батальона, мы обсудили все возможные варианты, то есть решения, так скажем, этой задачи. В итоге в 3 ночи. Скільки приблизно часу у вас зайняло планування операції? От момента, когда я узнал, и на момент, когда я с ними вышел, где-то сутки. А у вас був зв'язок з цією групою? Вот это самое интересное. Зв'язок с ними был где-то половину этих суток, потому что села батарейка. И получается, я вот сейчас скажу, в 3 часа мы уже были, то есть до этого времени нам подвозили БК, то есть мы не знали, сколько у нас вообще операция это пробудет, то есть БК все возможное, то есть добавили еще каких людей. Вот на той позиции, где мы были, то есть люди были все абсолютно до зубов вооружены, то есть на случай всяких прорывов, то есть мотивированы были абсолютно. То есть в 3 часа мы закончили приблизительно свою умственную работу, до 5 часов мы так покемарили, в 5:20 мы уже были в полной боевой готовности и решали уже задачи там постепенно. То есть мы разделились на несколько групп, сначала, причем внезапно, синхронно,
я им объяснил, то есть с гранатометов, то есть кто куда стреляет, то есть с термобаров, кто по каким зданиям, кто по каким этажам. И, ну, знаете, я понимал, что это лотерея, это самая настоящая русская рулетка. Мы постреляли, ждем же ответа, то есть сразу приготовились, ответа нету. Мы подошли немножко дальше, то есть сделали все точно так же, ответа нету. И знаете, как вот в каком-то голливудском фильме. Мы подошли уже непосредственно к этой котельне метров на 40, то есть использовали все наши последние, ну вот именно гранатометы. То есть мы знали прекрасно, что наши там на 3-м этаже, то есть это было им, ну, в приказном порядке, ни в коем случае не уходить с этого этажа, ну, в самом крайнем случае, там, если там пожар или что-нибудь такое. Я розумію, що росіяни були на першому поверсі. Да, да. Но на тот момент вот мы действительно, это очень нам сильно повезло, что парни, что работали, Виталик Пышпышкин, Жираф покойный, я не знаю, настолько филигранно отработали, что уложили весь первый этаж. Получается, мы уже дошли до этой котельни, и мне повезло, что парни на 3-м этаже, у них радийка уже села. То есть я не знаю, как ночь они продержались, но тем не менее они меня услышали по голосу. То есть, вы понимаете, ну, это, конечно, это надо было делать все тихо, 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 но, ну, знаете, тот момент был, когда у меня не было там какой-то команды профессионалов. Это были люди в основном, ну, 90-80% мобилизированные, и им так более-менее показали, потому что все ключевые посты были заняты, и некого из кого было выбирать, естественно. То есть меня узнали по голосу, ребята мне сказали, как лучше зайти. То есть мы начинаем обходить, то есть, ну, на группы, естественно, разделились. Мы единственное не могли понять, почему нету никакой реакции. То есть почему никто не стреляет? Ну как это же? Ну. В итоге я подхожу, вижу вот, ну просто вот, ну, у самой двери, то есть лежит, получается, один, дальше немножко другой, и, ну, секунд 15, то есть я, знаете, должен был сделать, ну, в любом случае какой-то фотоотчет, то есть я начал фотографировать вот этих 200-х, то есть команда, допустим, слева меня прикрывает, справа прикрывает, вот начинаю фотки. И, знаете, вот краем глаза вот вижу вот 2 каких-то силуэта и, ну, там 8, может быть, там, ну, от 8 до 12, ну, вот реально тел, мясо, кишков, ну, вот все. То есть работа вот этих вот, ну, Пышпышкина и Жирафа настолько была филигранная, я не знаю, вот это настолько попасть, ну действительно, красавчики. То есть первый этаж. Я не буду обманывать, стрелял только 1 раз, парни там, ну, стреляли и по 10 раз, ну именно вот тогда имею в виду. Хотел, знаете, просто матадором пульнуть. Ну, в итоге я действительно, вот, единственное, получается, у меня автомат был справа, и в момент, когда я, получается, фоткал 200-го, меня вот смутило то, что точно такая же форма, все такое, и мы повязки делали желтого скотча. Просто в один момент начинают стрелять, ну, получается, слева от меня. Я видел, ну, то, что я видел, ну, там 3-4 человека было. И получается несколько человек вот справа. Но если вот слева группы мы могли как бы погасить, а справа я вот просто был, получается, ну, там недалеко от двери. И у меня не было возможности, ну, как бы непосредственно сразу там оттуда убежать, потому что, ну, или занять более какую-то оптимальную позицию. Было, знаете, просто очень неудобно, там вот эта вот насыпь, и, ну, чтобы не споткнуться. И не знаю почему, ну, мне было просто легче побежать именно по прямой, ну, как бы по лестнице. То есть мне казалось, там 3 слева, там 2 справа, то есть, ну, в принципе, там, что мы не разберемся. И когда я, получается, забегал, я, ну, знаете, вот стрелял вот одной рукой, я забежал на лестницу. Со мной забежало еще, получается, 2 человека. Тех 3, что были рядом, ну, вот, ну, сколько может быть, метров 50 от нас. Ну, насколько парни мне сказали, 2 они положили. И в этот момент, ну, порядка десяток человек, то есть, знаете, в 1 минуту вот именно сепаратистов гребаных, ну, выбежало именно вот с левого фланга. И таким образом меня забаррикадировали в здании. Мои парни продолжали вести бой, но силы были немножко неравные, то есть они залегли как могли, то есть, ну,
каждый выбрал какой-то кустик, какое-то деревце, то есть какое-то время была такая сугубо перестрелка. Потом получается, и самое главное, я пародейке говорил, ни в коем случае не давайте им прорваться и туда зайти. То есть на тот момент я спустился на первый этаж, вернее, обманываю, сначала я поднялся на 3-й, увидел всех своих пацанов, то есть да, они были там живы, то есть нас было уже там на тот момент 6, сказал, все, выходим. И в этот момент, получается, может быть, именно в тот момент у них, в данном случае, у орков была какой-то, может быть, более лучшая там подготовка вот их солдат, и моя группа немножечко отошла назад, то есть и минут 5 их подошло там еще 10 человек, порядка там 10. И получается, они уже отодвинули нашу группу и зашли все-таки в это здание. И в итоге 6 человек осталось, мы на 3-м этаже так и остались, то есть в принципе БК у нас были, то есть моя группа вела бой с ними, и сколько оставалось там, 7 человек, а их было там порядка 20. Естественно, вход в эту котельню мы, к сожалению, потеряли, но главное, у меня была связь, я знал, что здесь 7 человек, на ближайшем посту там определенное количество человек, и в любом случае я могу там рассчитывать на еще какую-то помощь. То есть я уже имел определенные понятия, то есть кто где стоит. В тот момент я никогда не забуду, чтобы вам не соврать, где-то, может быть, часа 3 мы находились там. Доводилось даже говорить, я не знаю, с каким-то инструктором, с каким-то замполитом ихним, кто это был. Знаете, я слышу там. То есть они прекрасно понимали, что туда забежала определенная куча людей, то есть, мало ли, может, их еще там придут выручать, то есть еще там больше людей. И часа 3 доводилось общаться с вражеским, так скажем. Про що говорили з ворогом? Вы знаете, это было часа 3. Сначала это было, знаете, все это как началось там. Ребята, все нормально, мы все тут свои, бросайте автоматы, приходите, мы попьем чай, то есть все нормально, все будет хорошо. Это все началось. Потом, знаете, честно говоря, я понимал, что, может быть, я и не прав, что вообще заговорил с ним. Но я говорю, дружище, я буду до последней капли крови, до последнего предсмертного вздоха здесь. Не надо мне это рассказывать. Мы либо воюем, либо не воюем. Зачем это демагогия? И знаете, как-то слово за слово, я честно скажу, довольно-таки разумный противник, такой довольно грамотный, очень много тем. Вы знаете, мне, честно говоря, после 2 часов разговора я уже башка кипела, я уже не знал, как его заткнуть вообще. Знаете, не затыкается. И получается, проходит порядка 2,5 часов, то есть, где-то, может быть, еще первый час была просто беседа. Потом, он понял прекрасно, что мы не пойдем назад, на первый этаж. Начались прострелки. То есть мы говорим, и прострелка по 3-му этажу. Говорим, прострелка по 3-му этажу. То есть, естественно, мы отвечали, стреляли там, вдоль лестницы, как там могли. Но, тем не менее, я понимал прекрасно, что это ж не может там происходить сутки, кажется, рано или поздно кончатся, в принципе. И на что я слышу, был такой для меня действительно легендарная личность, командир разведвзвода НЕО. То есть он, как узнал, что меня, получается, взяли в окружение, НЕО взял группу людей, то есть максимально быстро вышел. То есть я даже не уверен, что по приказу, то есть как мне докладывали, это только он услышал, что я там, он выдвинулся сразу. И получается, в чем была его заслуга? Я уже имел, приказ, то есть изначально удерживать позицию, то есть до момента, когда забежали орки. Но когда мы понимали критичность ситуации, была дана команда, если есть возможность, оттуда уходить. Я объясняю, что я на 3-м этаже нахожусь, но я все-таки попробую. И мы догадывались, что... У вас зв'язок по радіостанції був?
Естественно, естественно. Вы знаете, на такой случай, ну, бывали случаи, когда вот она садилась, самые критические ситуации жизни. И тогда у меня было 2 радиостанции, 4 батарейки, то есть в этом плане я был готов. Мы с Нео прекрасно понимали, знаете, настолько был грамотный человек, что иногда мы просто вот, очень много мне чего советовал. И вот этот период в Бахмуте, действительно очень много советов у него набрался. И получается, мы с ним так условились, что да, мы прекрасно понимали, что у противника есть радийка, то есть он нас слышит. То есть он, в принципе, сделает все, чтобы вот нас как бы, ну, заблокировать все наши решения. Но тем не менее мы с ним рискнули. В момент, когда мы, получается, выбили окно пулеметом на 3-м этаже, там была такая с 3-го этажа длинная такая, может быть, там, ну, 5-метровая такая металлическая вот, пруд, то есть надо было спускаться по нему уже, сначала по нем, и со 2-го этажа там, в принципе, уже прыгнуть на 1-й там не составляло труда. Но первая наша попытка, когда я вот это выбил, то есть я так понимаю, что сепары понимали прекрасно этот вариант, и тоже была определенная прострелка. То есть я сделал, ну, в первый раз действительно мне ничего не получилось, второй раз я, получается, мы взяли с пацанами и повыкидывали из окна тупо весь лам, была прострелка. Нео я сообщил, что я еще там, сколько я ему сказал, ну там 13 минут, вот, ну там, я не помню, там 13-15 минут, вот именно вот этой минуты вы начинаете, получается, бой, и тем, ну как бы, вернее, даже он предложил. И тем самым, то есть вся массированная вот эта атака позволит максимально отвести их внимание. Что мы сделали абсолютно синхронно. Мы вот условились, что вот только мы начнем опять выкидывать оттуда очередной хлам, ему подадут знак, и они начнут, получается, огонь. Ну, в принципе, так и получилось. Мы оттуда все повыкидывали, Нео колоссально перевел огонь на себя, то есть у них там было, ну, действительно бойня. Но насколько мне говорили выжившие там, ну, как бы, как выжившие, дело в том, что Нео действительно героически погиб, то есть просчитав всю эту операцию, ну, еще несколько людей погибло с ним. У него было там порядка 10 человек, плюс 7 человек, то, что привел я. А их там, ну, порядка там, ну, 30-40, и знаете, вот, когда они стояли в таких местах, у нас как бы не было доступа на эту территорию, и они знали, в принципе, лучший рельеф местности. В это время, то есть, пока была вот эта вот бойня, то есть, ну, не бойня, а самый настоящий бой, мы с пацанами, вот, ну, 6, то есть, вылезли, получается, на 2-й этаж, ну, немножко осмотрелись и максимально вылезли там на 1-й. Ну, уже там начали спрыгивать с крыши, уже высота позволяла. В этот момент, получается, да, мы тоже понесли определенные потери. Один паренек, у него свадьба была там буквально через пару дней, Серега Крапенко, его осколками покосило. То есть мы эвакуировали сначала его, и потом уже дошли до рубежа. Это был наш, ну, ближайший к нам спостережный пост. Сепары, видимо, ну, просчитали эту ситуацию, и, может быть, вот на все вот это вот нам хватило там 5-7 минут. И они уже зашли на 3-й етаж і почали, ну, стріляти, ну, со всіх там. Коли ви самі потрапили в оточення, наскільки ви вірили в те, що вам вдасться з нього вийти? Знаете, вот именно в тот момент, когда, вот с одной стороны, я думаю, вот пришел спасать парней, сам себя загнал в ту же ловушку. Я думал, знаете, я, естественно, подвел своего ротного, Панораму, подвел пана Молота, что, ну, действительно доверился мне и как бы, ну, и, знаете, много вот действительно таких вот друзей, вот, с которыми я, ну, я же не собирался потом прощаться. Ну, естественно, там про семью, про девушку. Ну, знаете, вот мнение, что неужели вот это, ну, конец? Ну, знаете, но в глубине души все равно, ну, не верил в это. А потом, знаете, я думаю, ну, Денис, ну, там твоя группа, вот их вот контролирует. Сейчас придет Нео, он, ну, заберет вот огонь на себя. То есть мы так с ними вот это все вот просчитали. Тем более Пыш-Пышкин и вот Жирафом, вот те, что филигранно вырубили 1-й этаж. То есть это, я действительно вот видел их работу и обязан им, конечно, в этом плане.
Ну, были, получается, их пост с другого плана, фланга. И, знаете, была такая уверенность, что ну что-то должно произойти. Я, честно говоря, знаете, уже командование спрашивал, может все-таки рискнуть и пойти на зачистку. Но мне сказали, что ну, пока, ну, по крайней мере, на данный момент это делать не стоит. То есть, может, они сами выйдут и там уже просто добьем их. И, в принципе, знаете, это как игра в шахматы. Ну, то есть, я понимал, что либо они пойдут вверх к нам, мы их перестреляем, да, либо они уйдут, это как бы уже мы их опять перестреляем. Ну, не должно было, я искренне надеялся, что больше там, ну, у них, по крайней мере, на том участке фронта, как бы не будет взять откуда резервов. И, в принципе, как мы вот с Нео условили, что вот ждем еще там 20 минут, ну, смотрим, то есть у нас были глаза, и, то есть мы, допустим, 5 минут к ним подошли люди, еще 5 минут подошли, а потом 5 не подошли, 10 не подошли, то есть мы все это, ну, как бы вот там по радийке все это слышали. То есть, если не подходят, значит, на данном участке, то есть это все возможные люди, потому что, я вам еще раз говорю, только мы тогда контролировали уже на тот момент, ну, 1,5 километра фронта, они же были разбросаны по всему Бахмуту. И, то есть, в принципе, сугубо математический расчет, как бы, и давал вот эту вот надежду, что мы вот действительно выйдем оттуда. Я так розумію, Нео загинув в цій операції. Да, это действительно легендарная личность для меня, Нео. Я действительно благодарен ему, ну, в принципе, своим спасением. Ему, Пышпышкину, Амперу, Жирафу. То есть они сделали все возможное, чтобы меня, ну, моих, естественно, побратимов спасти. Момент, коли ви вже вийшли з оточення і дібрались до своїх позицій, як це було? Получается, изначально, когда мы оттуда вышли, первое, что должен был сделать, ну, я сразу заказал эвакуацию, то есть 300, ну, всех 300, что там были. Мы передвинулись на ближайший к нам пост, рубеж. То есть я уже слышал по рации, что уже там одного, второго, третьего эвакуировали. А дальше, я вам честно скажу, ну, собственно, игра-то продолжилась. То есть, ну, это ж не было такое там единоразовое задание, ну, взял, там, вытянул и все. То есть мы заняли позицию. Просто единственное, я спрашивал моего непосредственно ротного, ну, на старый-то свой пост возвращаться или нет. Как бы, мне говорит, пока находись здесь. Ну, сколько я подождал? Час, два. И потом я уже получил, ну, от ротного информацию, что мне надо срочно прибыть на КСП. Ну, то есть для дальнейших там, так, наших телодвижений. То есть, ну, там, то есть, там, принести там БК, то есть реорганизовать людей. То есть. Бойова робота продовжилася. Ну да, так а що. Ну. Я знаю, що ви отримали нагороду. Да. Я получил Золотой Крест. Я очень хочу надеяться, что все-таки не то что за эту, за вот всю совокупность всего того, что я сделал в Бахмуте. То есть, да, для меня это честно было, неожиданно. Просто, знаете, это так вот, объясню, когда это было. Это было буквально через пару дней. То есть я уже на своем посту, вот, как бы изначально, меня вызывают, ну, к себе, причем не к себе, а на КСП, причем срочно что-то. А мы там, я не помню точно, чем-то занимались. Получается, распечатывали там ящики, цинки, то есть там проводили там, можно так сказать, аудит нашего БК. И, ну, я делал эту заявку и слушаю, там, срочно прибыть на КСП. Ну, там, я говорю, там, 20 минут подождет, нет, там, срочно. Ну, ротный сказал, надо прибыть. Я пришел, мы подождали там, ну, минут 20, ну, и приехала делегация, там, я помню, ну, просто они по гражданке приехали, такая милая девушка и мужчина. Ну, я точно не помню, из Министерства обороны или из Генштаба, ну, дали этот Золотой Крест. Он, конечно, пошутил, что нифига он не золотой. Ну, неважно. Пожелал там дальнейшего там, завершения войны, то есть максимально быстро, чтобы мы видели мирное небо над головой. И все то же самое, я вернулся на свой пост. И самое удивительное, ну, самое смешное, что
Мы там начали прорывать наш фронт опять, и я туда вернулся. И была там перестрелка тоже. И получается, гранатомет попал в стену, и мне вот каким-то образом какой-то камень, там, каску сбил с головы, и буквально через секунду кирпич упал на голову. Буквально полчаса прошло. Никогда не забуду. Поэтому я, знаете, честно говоря, не считаю, что получил за какие-то особые заслуги. Я выполнял свой приказ, только что бы я сделал. Естественно, я бы пошел, я бы никуда не делся. Надо было спасать своих пацанов. Не послали бы меня, послали кого-то другого. Тем более, это 17-й батальйон. Ми всегда йдемо вперед, як то кажуть на Волині. Що для вас Бахмут? С одной стороны, многих вы можете спросить, это, конечно, ад на земле, но с другой стороны, это показывает всю нашу, это, знаете, такое нарицательное собрание всей нашей стойкости, нашей мужественности, это наша такая фортеця, что мы, чтобы весь мир видел, что мы пойдем действительно до последнего. Знаете, эти 2 месяца, что я там провел, как будто, знаете, 5 лет жизни я там оставил. Я очень много там оставил друзей, с которыми мы были знакомы не год, не 2, с кем-то 3 года там и больше. И очень, знаете, много я по этому поводу думал, переживал, очень много там их осталось. Но с другой стороны, мы не посрамили честь ни нашего батальона, ни нашей бригады. Мы дрались за каждый сантиметр. Бывало такое, что, знаете, приходим на позицию, естественно, там, допустим, заступаем на сутки, то есть с едой, с БК, и там начинается бой, там, час, 2, 3, и вы знаете, бывало такое, что очень хочется есть, но ты же бой ведешь, какой тебе есть, тебе ж не до этого, и уже у тебя нет этих мыслей, и мы уже выстояли, да, и все, уже бой закончился, они отошли, и вместо того, чтобы там, кому-то там поменяться, там, вызвать там смену, и мы понимаем, что мы на таком адреналине, что мы еще там постоим, мы уже подождем там следующие смены, то есть это действительно как бы символ нашей стойкости, нашей неукротимости, нашей боеспособности. Я надеюсь, они это поймут, и наши враги. И будут понимать прекрасно, что в любом месте в Украине мы устроим такой Бахмут, что Бахмут покажется цветочками.